Так, друзья, всем привет! Решил записать я еще одно видео. Некоторые товарищи просили более подробно рассказать, показать, как хеджироваться и так далее. Ну, плюс у нас последние недели было парочка больших ликвидаций, да, где трейдеров вынесли в очередной раз. Даже тех, кто торговал со стопами. Ну, то есть маркетмейкер убирает со стакана заявки. И, соответственно, им просто не об кого закрываться, и их протягивает непонятно куда. И тоже ликвидируются. Поэтому стопы как бы тоже это не стопроцентный вариант защиты. Есть, конечно, на биржах там стопы, как они называются, 100%, не стопроцентные. Ну, короче, как-то они там называются. За дополнительную плату вы можете без проскальзывания как бы их там установить, так сказать. Ну, собственно, опять мы приходим к хеджированию рисков своих, да, чтобы нас не ликвидировало, ну, точнее не нас, а вас, потому что я сейчас торгую только опционы, но решил сделать доброе дело, вам рассказать, как немножечко снизить риски. Не на 100%, конечно, но это лучше, чем просто чистые фьючи. Давайте по порядку, как я вообще к этому пришел. Почему у меня возникла идея, что надо хеджироваться, да, и как-то стараться риски снизить. Я, ну как, наверное, и большинство, торговал без стопов. То есть изначально я думал сделать систему как бы с постепенным набором позиций. Ну, по факту усреднения, если так вот откровенно говорить. Да, что я сделал? Я открыл там график биткоина, дневку, посмотрел, какие у нас были движения, условно, ну не АТР я посмотрел, а вот, допустим, безоткатное движение практически, да, вот отсюда выпрыгнуть как бы, ну, практически невозможно. По факту, да, ну вот здесь вот еще ладно, там можно, а вот отсюда оно все уже безоткатное. Единственное, я не взял, ну, какие-то события, там, выборы президента, то есть вот это вот я не учитывал, да, потому что понятно, что перед выбором президента надо либо выходить, либо ставить какую-то сумму, просто как ставку, да, в надежде, что ты просто угадаешь, да, там выберут Трампа, там рынок запампится и так далее, там как бы понятно, что будут большие движения. Ну, в общем, ладно, не суть важно. Я посмотрел за пару лет, удалил там вот эти вот такие события какие-то, и у меня получилось, что безоткатное движение там было условно в районе 21 тысячи, из которого как бы нельзя было выпрыгнуть. Что я сделал? Я как бы поделил на несколько частей как бы депозит, рассчитал все, чтобы как бы мне можно было пережить как бы движение рыночное там, да, в размере там 20 с чем-то там 22, по-моему, тысяч долларов, да, безоткатно. И как-то потом еще оттуда выйти. Ну, то есть я посчитал, через сколько надо усредняться, как бы количество усреднений и так далее. Как вы, наверное, догадались, как бы дальше что произошло? Произошла вот эта история. Отсюда я как бы не выпрыгнул. Ну, то есть я вот здесь вот до сюда взял лонг. Да, здесь, как я мыслил, здесь у нас наклонка. Туда-сюда, типа я отсюда шортану. Все будет нормально. Ну, даже как бы если цена уйдет вверх, я как бы оттуда смогу выскочить, потому что, ну, скорее всего, будет ретест как бы там 86, 88. Да, вот я надеялся, что мы придем вот сюда вот в итоге-то потом. Ну, соответственно, я взял позу здесь, я взял позу здесь.
И взял еще там, по-моему, я уж не помню, там 3 или 4 было. Короче, естественно, ни хрена я отсюда не вышел. Как вы, наверное, успели уже догадаться, потому что отсюда выпрыгнуть с усреднением тебе надо либо усредняться как бы в двойном размере, да, то есть это мартингейл там обратный, либо это, либо какие-то искать другие варианты. Ну, в общем-то, меня здесь благополучно и размотали. Поэтому этот вариант я тоже забросил в итоге. Ну, естественно, я здесь деньги потерял свои. Потом была еще одна ситуация на таком активе, как эфириум. Я даже помню дату. 2 или 3 февраля. Да. Где это было? Это было вот здесь вот. Да, что у нас здесь было? У нас здесь была поддержка. Соответственно, я заходил, не помню уже, то ли от нее, то ли где-то даже повыше. И потом случился с 300, ну у меня повыше позиция где-то была, до 200, то есть на 1000 за день он как бы упал. И меня здесь еще ликвиднуло. Ну все, потом я задумался, думаю, что делать, как быть, как этого избежать. Ну, то есть, условно, вы с этими усреднениями можете довольно-таки долго торговать в плюс. То есть у вас, может быть, вы можете успеть сделать даже на депозит несколько иксов. Но в конечном итоге все равно рынок вас как бы размажет. Это занятие бесполезное. Поэтому те, кто думает, что там умнее других, ну, если вы будете там на 1% депозита как бы заходить, то, может быть, вы как бы понятно, что выскочите. Но смысл там заходить на 1% депозита, тогда никаких иксов вы там не заработаете никогда. То есть это у вас там будет там доходность не сильно большая. Так, ладно, про ошибки про свои я вам рассказал. И, ну это прошлого года ошибки. Как бы так-то я в рынке уже давно, это около 7 лет, там много чего было. Как хорошего, так и плохого. Поэтому все как бы я вам рассказывать не буду. Ну все, я подумал, думаю, что делать, чтобы избежать таких ситуаций, да, нам надо как-то, ну, больших движений рынка. И вот решил я хеджироваться фьючерсами, опционами. Что позволяет нам относительно не бояться этих историй. Так, теперь немного обновления по поводу изолированной и кросс-маржи. Что происходит на Байбите? Он мне не дает открывать, допустим, если я на фьючах открыл изолированную маржу, ну, позицию с изолированной маржой, да, он мне не дает потом открывать опционы. Почему-то я не понимаю, как бы, какая там сильно взаимосвязь, но так происходит. И получается, мне приходится переключаться на кросс-маржу. Давайте мы сейчас обсудим плюсы и минусы того другого. Да, изолированная маржа, мы понятно рискуем, что только этой маржой, которую поставили. То есть у нас, если позиция идет против нас, как бы деньги берутся из этой маржи, то есть минуса. Соответственно, мы берем опцион, как бы у нас там это все дело схлопывается. В общем и целом, да, где-то если мы используем изолированную маржу, депозит надо делить приблизительно 70 на 30. Да, 70% это у нас на фьючи уходит, 30% мы оставляем на счете, который опционный, чтобы нам хеджироваться. Возможно, даже не один раз. То есть это не на одно хеджирование рассчитано. Сейчас мы чуть-чуть попозже поговорим об этом.
Да, здесь все понятно. Кросс-маржа удобней, потому что у нас получается, что если мы неправильно рассчитали, там, скажем так, позицию по опционам на изолированный, да, у нас может как бы фьючерс ликвидироваться, а опцион не закрыться. Это как бы риски. Ну, мы надеемся, что мы как бы правильно все рассчитаем, но как бы такой риск существует. То есть у вас ликвидируется фьюч, опцион не ликвидируется, ой, не по тейку не уходит, цена резко отскакивает, я вам в прошлом видео рассказывал, как бы мы получаем не очень красивую картинку, как бы у нас убыток, по сути. При кросс-марже такого как бы, ну, быть не может, у нас фьюч просто не ликвидируется. У нас как бы прибыль по опциону, соответственно, идет в обеспечение фьюча, и позиции не схлопываются самостоятельно. Мы сейчас вот об этом поговорим, да? Но там есть какие риски. Если вы заливаете во фьюч большой процент от депозита, у вас там минусует не как бы с маржи фьючерсной позиции, да, если она идет против вас, а у вас берется свободные средства. Если у вас процент маржи во фьюче большой, то есть и идет большое движение, вам просто опцион как бы может в какой-то момент закончится просто маржа. То есть у вас будет минус по счету, и вам не дадут открывать новые позиции. Это в каком случае бывает? Допустим, цена зависает у нас на ночь где-то, и у нас не закрывается опцион, потому что до страйка не доходит. И минус по фьючу. И как бы денег на покупку нового опциона как бы у нас нет. Это минус. Плюсы как бы то, что у нас не может ликвидироваться фьюч. Это раз. И еще второй плюс, как бы кто немножечко поопытней, как можно делать. Допустим, цена резко падает, да, до какого-то уровня важного. Да, мы что делаем? Ну, соответственно, у нас прибыль по опциону как бы перекрывает минусы по фьючу. Ну, то есть, по сути, у нас там в какой-то момент возникает нейтральная позиция. Как до того, как мы эти позиции как бы набирали. Да, мы можем, допустим, вы видите, что подходит к какому-то важному уровню, и наверняка там будет отскок. Ну, либо уже большое расстояние прошла цена и так далее. Вы как бы закрываете опцион, у вас точка ликвидации по фьючу как бы сдвигается, ну, потому что у вас, по сути, всегда она сдвигается, да, у вас прибыль по опциону как бы есть, соответственно, точка ликвидации по фьючу у вас ниже, ниже и ниже уходит. Вы закрываете опцион в надежде, что будет отскок, цена отскакивает, и вы тогда уже закрываете фьюч и, соответственно, получаете прибыль. Но в этом тоже есть риски. То есть вы должны угадать эту точку отскока, по сути. Рынок, конечно, иногда ведет себя не очень культурно, и вы можете ее не угадать, но это как дополнительная, так скажем, прибыль. Мы сейчас вообще как бы говорим о полугэмблинге. То есть надо понимать, что это все равно риски. Это лучше, чем просто фьючи, но это не стопроцентная защита и так далее. Здесь тоже есть вариативность и элементы гэмблинга. Так, дальше. Я считаю, что примерно на кросс-марже разделение должно быть такое. Вы должны заходить во фьюч не более 30% маржи. Ну, общего счета маржи. То есть от общего счета 30% в маржу по фьючу. Ну, то есть у вас даже если дошло там до точки ликвидации, где мы брали условно опционы до страйка,
да, это у вас будет по счету как бы 30 плюс 30, 60% и 40% у вас все равно останется свободных денег. То есть вы на крайний случай как бы можете купить еще один там опцион, если вдруг что-то пошло не так. То есть у вас не получится так, что у вас не будет как бы свободных денег. Если вы, допустим, залили больше 50% как бы депозита в маржу по фьючу, у вас как бы это все пошло вниз, свободных денег нет, и вы как бы встряли и ликвидировались. Так делать не надо, как бы надо немножечко думать головой и риски сокращать. Так, я здесь на бумажке выписал, чтобы ничего не забыть. Так, что здесь делает стохастик? Это для новичков. Я сделал те, кто не знает, где открывать и заходить им в позиции. Да, настройки. Эти настройки как бы я давно уже настраивал, да, когда занимался этой фигней. Да, как их менять? Нажимаете вот на эту кнопочку, выставляете вот это. Ну, по моему мнению, это как бы более-менее настройки, которые что-то показывают. Открываем 30-минутку, открываем биток. Стохастики это не панацея тоже, ребята. Это надо понимать. Но если вы не знаете, откуда заходить вообще в позиции, то лучше так, чем никак. Что-то более-менее здесь дает, это как в фильме, как бы отрабатывает через раз. Да? Это не кнопка бабло, как бы бывают залеты. Но лучше как бы так, если вы не знаете, где заходить. Да, где залеты. Сейчас найдем залеты. Понятно, что минуса тоже могут быть. Вот она точка. Да? И вот нас увезли вот сюда. Ну, потом отскочили. Понятно, что вы здесь бы не ликвиднулись, но такое бывает. А бывает, что и где можно ликвиднуться. Скажем так. Сейчас, если мы долго поищем. Да, вот. Где? Вот вы бы зашли вот здесь. Вас бы увезли на 110. Но это еще не такой страшный вариант, как бывает. Да. Бывает так, что можно не выскочить. Ну, вот. Что далеко ходить? Позапрошлая или какая пятница. Да, вот зашли бы его вот здесь. И вот вам, пожалуйста, сколько? 116, 103. Привет. Но у вас были бы опционы, и никакого привета бы не было. И на кросс-марже, конечно, можно было бы сделать. Но опять же, как можно было? Никто не знал, что на 103 пойдет. Вы бы где-нибудь, я думаю, что закрыли бы его пораньше. И дай бог, чтобы вам хватило бы обеспечения, и вас бы здесь бы тоже не ликвиднуло. То есть это все надо очень аккуратно использовать. Понятно, что такое бывает там раз-два раза в год, но оно бывает, и если у вас все лежит на кросс-марже, то вам хана. Ну, в общем, если посмотрите, здесь как бы так через раз это все отрабатывает. Но можно попасть с этим круто. Вот, что вот они вот здесь вот все заходили, как бы вы же не одни этим пользуетесь, да? RSI, MACD, стохастики, Боллинджеры, там, Келтнеры, блядь, и все вот это все, на чем ловят. И там отработала 10 раз, а 11 раз не отработала. Ну вот, пожалуйста. На 117 куда увезли? На 123. На 126. Но, еще раз повторюсь, как бы лучше тогда уж так, если вы не понимаете, где заходить,
чем вообще какую-то отсебятину делать. Так, дальше. Давайте теперь по открытию позиций. Даже денег сюда пришлось закинуть. Биткоин. Да, мы сейчас не берем, что как бы здесь входить или там входить, как бы саму процедуру я рассказываю. Берем $400. Да. То общий объем 8000. Просто на разных биржах по-разному. Где-то как бы общий объем ты забиваешь, да, и вот тебе там показывают маржу там, что 400. Где-то наоборот. Но мне вот так удобнее, чем на Байбите, допустим. Я как бы вбил свою маржу, и все, он там посчитал общий объем, и все нормально. Чем как бы сидеть, высчитывать, вот у тебя ты маржи как бы столько, плечи вот такое, вот в уме там посиди, посчитай, и общий объем забей. Ну, неудобно. Так, ладно. Ликвидация. Вот нас что интересует. В лонг, если мы встаем. У нас ликвидация 104 473. 104 500, по сути. Да, лучше. При кросс-марже как бы можно прям брать 104 500 как бы и опционы. Ну, если они есть. Если нет, там 105. Да, здесь лучше при кроссе как бы перестраховаться. То есть идем, смотрим, сколько будет стоить 105 500, если они есть сегодняшние. Вот 105 500. Стоит $100. Да, смотрим не сюда, а цену продажи. Центральные страйки у нас. Здесь у нас стоимость примерно мы берем из расчета, допустим, 1000. Что 1000 у нас будет на центральном страйке, плюс мы на страйк как бы сдвигаем в нашу сторону. То есть у нас уже будет внутренняя стоимость какая-то. Да, понятно, что там с учетом дельты 0,6 у нас там будет не 1000, а поменьше, но плюс как бы временная стоимость. Считаем как бы с допущениями, с небольшими, да, что 1000 у нас будет в центральном страйке. То есть если у нас там позиция 400, да, получается нам надо взять 0,4 опциона. Забиваем сюда 0,4. Секунду. 0,4 маржа показывается нам. $48. Да, идем сюда. Риски понятно. Мы рискуем этими $48. Да? Куда у нас может быть, скажем так, ну здесь не очень удачное место, ну как бы технику саму покажу. Да, ну допустим вот сюда мы хотим. Да, что придет там 110 800. Фу, не тот терминал. Так, 110 800, допустим. Смотрим, какая же у нас будет прибыль. Все риск-ревард-то у нас все равно как бы остается. Да. Так, достигнет ТТТ, прибыль $101. Да. Что-то я понарисовал везде во всех терминалах по-разному. Так, лонг, ну вот 112 535. $228. Там у нас $48. Да, итого там $150 на 400. Да, это там, ну, условно, 30 с чем-то процентов. Вот так это приблизительно считается. Да, плечи 20 я беру. Про плечи я вам уже рассказывал. То есть нам надо приблизительно брать то, что может внутри дня исполниться. Да, может он со 109 на 105 сходить. В принципе, легко. То есть, если мы берем 10-е плечо уже, да, то у нас ликвидация уходит на 99.
Может ли на 99 он сходить сегодня? Может, но вероятность этого крайне мала. Да? Соответственно, нам смысл, как бы мы просто сожгем деньги, да, с 10-м плечом. Если кто-то плечи хочет меньше как бы делать, вы можете это делать, но вы опцион тогда берете позже. И у вас риски как бы сквизов этих сохраняются. Ну, то есть, если сейчас за 5 минут условно сквизанет до 100 или там до 99, то вы как бы потеряете бабки. Но риск, ну, вероятность этого как бы, она небольшая. Но может быть, особенно надо быть аккуратным ночью. Ну, то есть в 12 часов по Москве, в час по Москве. То есть это вся история как бы в основном происходит как бы по ночам. Все, вы там, допустим, или 5-е плечо вы хотите брать, не хотите вы там 20-е рисковать, тогда делите депозит, как бы набирайте позицию по частям, и потом уже, когда у вас остается там внутри дня, вы понимаете, там, допустим, ход движения там 1005, 3, там 4, вы уже тогда берете опцион и хеджируетесь. Если как бы этого не происходит, цена идет как бы в вашу сторону, вы молодец, угадали, как бы забираете прибыль и все, балдеете. То есть технология вот такая, как бы можно использовать плечи любые. Но если мы говорим про внутри дня и как бы одной позиции мы набираемся, да, то ну, где-то 20-25 плечо. 25 плечо уже дороже. Ну, давайте вот 25 сделаем. Сейчас посчитаем еще раз для достижения результата. Да, цена ликвидации 105 600. Соответственно, нам надо опцион взять где-то на 106 500. 106 500 он у нас будет стоить 165 уже долларов. Да? 165. 0. Не 0,4, 0,45 здесь возьмем, потому что там 105 600 ликвидации, не 105 500. Да? Сколько? 81 доллар. 81 доллар у нас будет стоить уже опцион. То есть, если тот стоил 48, здесь уже 81. То есть, да, там процентов на 40 он дороже. Прибыль у нас 283. 283, это разница у нас там где-то получается в 40 долларов, да, 200, вот по стоимости опциона 283, здесь 226, ну, как бы, скажем так, да, может даже повыгоднее. Если 50-е плечо возьмете, давайте для интереса посмотрим, у нас прибыль 566, да, ликвидация где у нас 107 800, 108 800. Ну, пусть будет 108 500, и объем просто побольше сделаем. Будет 0,5. 278 долларов. Да, мы отдадим за опцион. Этот у нас получается 566. Ну, то есть 566, там 280. Ну, около 300 долларов прибыль. То есть вот так вы можете как бы варьировать это все. Но вот это вот с большой долей вероятности как бы может исполниться. Да? Но, вот если как вчера, вот это вот все зависнет в таком боковике, да, то вы со своими, сколько там, 500 долларов, господи, где оно, 10 вкладок, то вы 273 доллара как бы просрете. Но так тоже можно делать. Вопрос, кому что нравится. Да, ну для интереса давайте сотое плечо еще посмотрим. Вот, 1100. У нас цена ликвидации 109. Ну вот 110. Давайте посмотрим. Ну что здесь там 550 долларов. Если 0,4 взять.
$470. Да, получим мы 1100. Ну, как бы, почему нет, собственно говоря. Да, на 110. Так, 110. Сейчас, подождите, что-то я... Это у нас в деньгах он получается, что ли, пут. Да. Ну, все правильно. Ну, в общем, такой вот историей вы можете заниматься, да? Можно вообще 150-е плечо взять. Ну, тогда опцион уже, да, надо будет брать в деньгах. Но зато вы вот поиграетесь 150-е. 150 это у нас ликвидация. 109. Ну нет, это уже как какая-то фигня получается. 109, 100 ликвидация. Это нам там на опционах надо как бы... Нет, это уже, наверное, перебор все-таки. Я думаю, что 50-е, но 75-е это, наверное, максимум. Надеюсь, как бы я в этот раз, ну, понятно, технологию выбора и так далее как бы описал. Да, ну давайте еще для закрепления в шорты покажу. Шорт тейк у нас где? Давайте 107 750. Забили. Прибыль 123, цена ликвидации 114, ну 114 500 пусть будет, да? Это, соответственно, нам надо 113 500 смотреть. Опционы 113 500. Которых у нас нету. Значит, 113 смотрим. 113.04. Ну, здесь можно поменьше, наоборот, поставить, да? $30. 30 долларов. Профит у нас 121. Ну, как бы технология понятна, да? То есть мы на 1000 берем либо больше, либо меньше, в зависимости от туда, в какую сторону мы встаем. Да, объем, как считать, я рассказал. Как бы все. Еще раз о рисках. Что получается у нас? В чем здесь как бы почти кнопка бабло, но почти. Встаем в боковик, да, не исполняется. Ну, либо небольшой минус, допустим, уходит, ну, куда-то сюда. Ну, как вчера, что далеко ходить. Я сегодня с утра только сделку закрыл. Единственное, там вот с краса я ушел. Да. Заходил я вчера вот здесь. Соответственно, вот это вот все как бы мы пересидели. Ночью было 106. Да, ликвидация там у меня, по-моему, на 103 что было. Утром я проснулся. Что делать? Как бы, условно, скоро экспирация. Ну, я тоже как бы... Это же у нас как обычно, когда ты выходишь, как бы... Да, забрать я хотел 110 800. Ой, 110 200. Ну, то есть вот под эту ликвидность. Да, вчера, когда вот это вот пошло, я переставил на 111. Думаю, вот до этого заберу. Но как бы оно вчера никуда не пошло. Ну и сегодня просыпаюсь, как бы что, на носу экспирация, как бы стоила опцион там в районе $50. Вчерашний. Что делать? Здесь как бы плюс по фьючу там условно был там $30, да, минус $20, минус еще комиссия конская на Байбите, вообще они охренели, честно говоря. Да, что делать? Вариант как бы первый был как бы, ну, купить новый опцион.
да, заплатить там еще там $30, либо выйти с убытком, с небольшим. Ну, я решил, что лучше выйду. Ну, видите, никогда не совершайте только вот ошибок вот таких вот дебильных, да? Когда я увидел, что он пришел к тейку, да, соответственно, какая мысль меня посетила? Как и большинство из вас посетит мысль, нахрен я вышел. Да, надо было чуть-чуть подождать, даже там, допустим, после 11 опцион не брать, не тратить деньги. Да, соответственно, ну, подождать, может быть, пойдет в мою сторону. Вот так вот делать никогда нельзя. Лучше зафиксить там небольшой убыток, чем вы попадете. Потому что потом он начинает снижаться, там начинается вот сейчас отскочит там и так далее. Ну, короче, вы поняли. Да, вы остаетесь без опциона, вас разматывает. Это здесь, ну, как бы так получилось, что он как бы пришел к тейку, мог не прийти. Это же могло перед экспирацией не вверх, как бы все это уйти, а также вниз. И вот тогда мы получили как бы обратную ситуацию, да, которая тоже могла быть. Я здесь не зафиксил, ну или ночью бы он ушел, допустим, ну, не знаю, там на 105. Допустим, я бы с утра проснулся, он не здесь бы был, там, а на 105. Что делать? Практически снимать штаны и бегать. То есть мне надо было либо фиксировать убыток, либо брать новый опцион. Да? Чтобы такого не происходило, что мы можем предпринять в такой ситуации? Мы можем либо брать опционы не на следующий день, у которых экспирация, а через день. И если цена идет не в нашу сторону, мы в первый день не зафиксились, допустим, мы в конце первого дня либо ночью начинаем перекладываться. То есть мы покупаем еще плюс день. Опцион этот продаем там по остаточной стоимости, если она там какая-то будет. Это уменьшает нашу прибыль, но дает нам какое-то спокойствие и уверенность. Естественно, он будет дороже. Таких ситуаций как бы редко случаются, но метко, как говорится. Ну, когда, допустим, он ни туда, ни сюда не дошел. Поэтому, может быть, в нашем случае и удобнее рассмотреть как бы варианты с большими плечами. Ну, чтобы он уже как бы в течение дня исполнялся все-таки либо туда, либо сюда. Ну, там опять же может быть, он там в плюс как бы выйдет, но в плюс там, допустим, который не перекрывает стоимость опциона. Либо наоборот, в минус. Да, который тоже, опять же, ни туда, ни сюда. Ну, то есть это не стопроцентная история, как бы, но от проливов, от таких больших защищает. И такое бывает, как бы, ну, не часто, когда он там зависает где-то. Поэтому думайте, как бы сами, я за вас решать не могу, кому что как бы удобней, выгодней. То есть вот эта история, там, не знаю, там с 20-ми плечами, да, это, ну, если у вас там более-менее хорошая неделя прошла, то есть за неделю можно там процентов 100, а то и больше как бы забирать. Но риск как бы все равно остается, да, если мы уменьшаем плечи там, допустим, до 5-10 и набираем позицию частями, ну, соответственно, у нас прибыль сокращается, но риски тоже как бы сокращаются. Ну, то есть, когда вы частями набираете, там, ну, совсем не угадать, это как бы, ну, должно быть вот, попасть в такое движение, да, когда там, которое бывает там пару раз в год.
которые я вам тогда рассказывал, но есть риски как бы вот этих вот сквизов, то есть у вас либо должно быть, допустим, на кросс-марже это делать, и маржи должно быть достаточно, да, там обеспечения, что вы даже там, условно, там на 20 баксов, если там сквозануло, вас как бы это не убило. Ну, то есть думайте. Я особо как бы этим не занимаюсь. Я свою тему нашел. Да, там никаких 100% там нет в неделю. Но в месяц как бы, скажем так, от 20 до там 80% как бы дает, но там нет рисков ликвидации. И нет как бы вот этой вот вариативности, то ли так, то ли эдак, то ли это. Ну, в общем, вообще думать не надо. Поэтому я сейчас пытаюсь привлечь капитал туда под 5% в месяц. Ну, то есть 60% годовых сейчас ищу, поэтому кому интересно, как бы пишите. Рисков там, ну, ликвидации нет, понятно, что просадки там могут быть какие-то относительно небольшие, пару месяцев в год. Ну, в общем, там все стабильно. И как бы не надо думать, и не надо вот херней заниматься непонятной. Да, где то ли туда пойдет, то ли сюда пойдет, это что делать, вот опцион экспирируется, у меня там позиция открыта, зависла она ни туда, ни сюда. Ну, как бы понятно, что разница есть и большая, поэтому как бы вот эти вот все прогнозы, как-то я на рынок посмотрел с другой стороны. Пусть у меня будет там 20, 30, там 40% как бы в месяц, но без каких-то нервиков и так далее, да, и если как бы будет более-менее там большой капитал, то как бы это очень даже хорошая доходность, да, чем там делать по 100% в неделю, но с риском ликвиднуться или там все потерять. Да, то, что блогеры рассказывают, как бы у них, я уже 10 раз говорил, другая история, у них есть ежемесячное пополнение. Они просрали, как бы им биржа заново дала там от реферала, как бы они занесли, все, довольны, и дальше как бы херню рассказывают всякую вам. Да, он Хамаха такой, когда сегодня там попался ролик, он открыл по эфиру шорт на лям баксов. Кто, с чего он взял, что шорт по эфиру? Как бы будет он шорт по эфиру? Не будет. Если не будет, что он будет делать? Ну, короче, и блогеры это вот в основном как бы вот все такое. Без стопов. Редко кто там говорит какие-то стопы, там вот я ограничиваю там убыток здесь или здесь. В основном как бы все лудоманы. Только их отличает от обычных пользователей не то, что они там что-то знают или что-то понимают. Ну, может, они понимают, ты можешь там условно 8 раз угадать, да, куда пойдет цена. Там на основе своего опыта, насмотренности там, и так далее. А 2 раза не угадать. Ну, ты 2 раза эти так не угадаешь, что как бы тебя размажет. Поэтому я бы, честно говоря, бы их вообще не смотрел и на основе их как бы каких-то там торговых идей не открывал. Кто хочет как бы сделать трейдинг своей работой и не гэмблингом заниматься, не тем, что я рассказываю, потому что здесь риски есть. У меня есть просто знакомый, он в хедлайнерах ведет группу по скальпингу. У кого небольшой депозит, кто хочет нормально как бы зарабатывать и не блогеров смотреть, а как бы понимать рынок, как в нем работать и так далее. То есть сделать это своей профессией. Я оставлю ссылку на, наверное, на группу хедлайнеров. Там можете спросить мастер-трейдер Женя по скальпингу. Идите к нему, учитесь, обучение там бесплатное, там есть комьюнити, как бы вам подскажут, как что делать, как бы там ограниченные риски. Вы сразу станете, ну, будете учиться торговать правильно. Что нас уже, кто давно торгует, уже навряд ли переделаешь, а вот кто как бы новичок, да, может сразу пойти и делать что-то по-человечески. Да, правильно. Можно сказать, ссылочку я оставлю, там ничего не надо. Единственное, хедлайнеры требуют
чтобы была ревка там под них на Байбите, что ли. Ну, чтобы в эти группы попасть, они закрытые. И что-то там на этом аккаунте там депозит был там 200 или 300 долларов. Ну, что-то вот такого плана. Как бы это платить не надо, просто чтобы у вас там на счету был. И все, заходите, как бы там хорошая комьюнити, все подскажут вам. Так, ну как-то вот все, что хотел рассказать. Надеюсь, как бы сейчас стало более-менее понятно людям, как что открывать, как что делать. Всем пока, удачи и до новых встреч.